Я приветствую вас, представители знака зодиака Рыбы. Таро расклад. Что прояснится? Таро прогноз, цыганский старинный пасьянс, ближайшие события. Таро на неделю с 17 по 23 марта. Давайте узнаем, что же нам расскажут карты. Какие события прояснятся или какая ситуация для вас будет более понятной. А я должна сказать, период ретроградной Венеры, который у нас закончится 13 апреля, и еще практически где-то в течение месяца с заходом на апрель нам может возвращать те ситуации, которые вам как по судьбе завершить. Или это может быть связано с конкретными людьми, или где-то и с вашими намерениями. Мы можем, или в нашу жизнь может войти тот человек, которого мы когда-то знали, но может быть с новым пониманием. Мы можем и встретить тех людей случайно, или они нам напишут, о себе напомнят. Тех людей, с которыми были, опять же, контакты, но по какой-то причине мы выпали из зоны видимости друг друга. И значит, скорее всего, как и те вопросы, которые более активизируются в этот период, так и люди, которые как будто возвращаются в вашу жизнь или пытаются о себе напомнить. Есть взаимодействие или как минимум продолжение такового. И это добрый, может быть, или назовите судьбоносный энергообмен, когда и человек нужен вам, но и вы для чего-то нужны человеку. Давайте узнаем, что же нам подскажут маленькие карты с их рандомным значением. Никогда не знаешь, что совпадет. Будем реалистами. Любой прогноз, расклад не расскажет о личной истории каждого из вас. Но я надеюсь, мы с вами проведем приятное время, и какие-то подсказки вы получите. Свою историю переложите на метафоры карт и сумеете что-то просчитать на пару шагов вперед. Итак, какие энергии, что же у вас прояснится на неделе, с чем это может быть связано? И я смотрю за значением выпавших карт, и вы тоже смотрите. Итак, что прояснится? События ближайшего будущего. Ну вот поддержка ваших близких, вашей семьи, как минимум одного человека. А еще подкова – это не просто семейное счастье. Раньше это был такой весомый, как амулет и символ удачи. Поэтому, в принципе, благополучные энергии для вас, мои дорогие рыбы и рыбки, на эту неделю. Воспользоваться этим вам определенно стоит. И сразу хочу сказать, в нашем пасьянсе мы можем складывать крайние карты, как по вертикали, так и по горизонтали. И у вас, мои дорогие, буквально сразу корабль, один из символов Меркурия. И в этом пасьянсе это означает исполнение желания. А еще это перемены, причем добрые перемены. Поэтому смотрите, и удача, здесь и личное счастье, безусловно, по подкове, но и одновременно добрые перемены и исполнение желания. Идем дальше. Очень приятное начало. Но что-то вам может либо не нравиться, либо какие-то сомнения, неуверенность. Вот эти цепи – это сердечная тяжесть. И это не есть конкретика, это внутреннее состояние. А тем не менее, у вас, посмотрите, у вас добрые перемены входят в вашу жизнь. Какие-то возможности перед вами открываются. А вы можете себе устроить сеанс самокопания. Поэтому не занимайтесь этим. Мечи, это или мечи, кстати, или хоть мечи у вас и не выпали, это я оговорилась, но это близко, кстати, к этим цепям. Это эти цепи, которые внутри нас самих. Мы сами себя чем-то ограничиваем или думаем, что «О, нет, это не произойдет». А тут смотрите, правда? Здесь словно пространство высшей силы, мои дорогие, вам помогают буквально при контактах, в высоких инстанциях, официальных учреждениях, словно, второе значение, ангел, находится вот в этих высоких инстанциях. Или словно помощь там находится. Может быть, это банально. Вы идете для того, чтобы прояснить или получить документ к чиновнику. И это тоже великое благо, когда человек нас слышит или готов нас воспринимать
непредвзято. Поэтому вот добрые силы, которые вам будут помогать решить некоторые официальные согласования или получение документов, или для кого-то прояснить какой-то вопрос. Это, конечно, может быть и как бы не взаимозависимые два значения, и у кого-то просто сбываются желания, вы получаете какой-то важный документ, или вы теперь точно знаете, как вам нужно действовать, и просто есть в вашей жизни вот этот доброжелатель, иными словами, ангел, который словно присматривает за вами, помогает вам всегда. Это, как поддержка в лице конкретного человека, так ведь тоже может быть. Но так или иначе это вас делает более ресурсными, но и больше уверенности, безусловно. Вот интересно, сколько раз я не перемешала уже карты, выпадает колокол. И ваше видео для вашего знака зодиака я делаю в самом конце. Поверьте, мои дорогие рыбы, рыбки, я смотрю, что на этой неделе, может быть, человечество узнает какую-то очень важную новость, когда меняется система. Я все же вижу, поскольку это у очень многих знаков зодиака выпало, и по колоколу это неожиданное известие, информация. И как колокол, да, это то, что извне буквально звучит. Мы это не можем исправить, мы не можем на это повлиять. Мы должны обустроить свою жизнь как-то по-новому, возможно, адаптироваться. Но для нас это открывает все равно новые перспективы. Поэтому это у кого-то может быть не обязательно, да, у кого-то проиграться может следующим образом, что в инстанции вы приходите, и там вы узнаете какую-то новость, и мы поначалу, как вот колокол значения, мы можем даже впасть как в какой-то стопор, или мы замираем в нерешительности, мы не знаем, что с этим делать. Сама новость или извещение нас ставит в тупик. Есть такое значение. И значит, мы с чем-то подобным можем столкнуться. А все же карты говорят: так, ты не суди по услышанному в первую минуту. Здесь и еще что-то будет продолжено. Какие-то будут пояснения. Или то, что тебя может ставить или приводить вот этот самый стопор, оно для тебя одновременно как переформатирование твоей жизни может означать. И значит, если ты в первую секунду не видишь, как ты будешь действовать, это не означает какой-то нет. Это лишь значит какая-то перезагрузка. Поэтому тут, правда, вполне вероятно, что-то мы тут с вами услышим. Ну, или это будет означать по части вашей личной истории, или как-то взаимодействие, может быть, я вижу через официальные учреждения или согласования, но, тем не менее, это для вас откроет новые возможности. Но, понятно, новые возможности, это значит, уже не есть тот шаблон, по которому мы действовали прежде. И мы не только что в нерешительности, а мы тут начинаем думать о том, что не получится что-то осуществить. Поэтому гоните прочь подобные мысли. У вас очень добрая неделя, нам об этом говорят. Поэтому обустроить свое новое качество жизни определенно возможности есть и будут. Здесь могут быть и, кстати, по части гостей. Может быть, и есть какие-то задержки. К примеру, банально, один из вариантов, вы пошли оформлять визу, да, узнаете, что изменились какие-то правила, вам нужно собрать дополнительные документы, и тогда все-таки вы отправитесь, но, может быть, не через тот срок, как вы это себе где-то предполагали, но все равно ваша поездка состоится, или встреча какая-то конкретно состоится. Здесь может быть и ожидание гостей, или приход гостей к вам домой, или вы кому-то в гости направитесь, и такое я тоже могу предположить. Но, мои дорогие рыбы и рыбки, помните, вы случайно нам сказали с первого значения вот этот корабль, что у вас уже эти перемены практически не то что на пороге, а ты как почти в эпицентре этих перемен. Но это добрые перемены. Это не значит, что мы получаем какие-то одни бонусы. Это лишь говорит о том, что постепенно вот этот маховик истории будет шаг за шагом перестраивать вашу жизнь тоже. И вам придется к чему-то адаптироваться. Но для вас это будет означать какое-то новое качество жизни. Но, может быть, это и к лучшему, когда не происходит какая-то ломка такая, которая нас где-то ломает, а когда у нас есть время, опять же, для себя адаптироваться тоже. Вот что интересно, у вас на дне колоды аркан умеренности, поэтому в некоторых вопросах не спешите.
Мы идем дальше, и мне хочется узнать, если мы с вами сказали, что прояснится, вот давайте через карты Таро уточним, что же для вас прояснится, какой вопрос, в какой сфере жизни или в каком направлении, чего это будет касаться, что прояснится. Неожиданность или неожиданные события. Добрые события или что вас обрадует, что вас приятно удивит. К чему все идет. И по основным сферам жизни. Дела, работа, бизнес. У кого-то учеба, у кого-то достижения, у кого-то документы. Сфера финансов, денежная энергетика и личная жизнь. Итак, что же тут у вас прояснится? Ну вот правда, все идет к лучшему, к новому качеству жизни. И все то, что я долго говорила по пасьянсу, эта карта подтверждает. Добрые перемены у вас на пороге, мои дорогие. И поэтому по десятке чаш мы остаемся довольны. Что прояснится? Как вопросы, связанные с вашей семьей, с вашим местом пребывания. Вопросы денег могут проходить. Здесь у нас совмещает карта, как и некоторый материализм, потому что семья, и значит семья, это значит и дом, да, то есть буквально где-то стены, место жительства может совпасть. Но это еще помимо материализма и приятные эмоции. Это радость, любовь, взаимопонимание. Поэтому вот по части, как и получения каких-то бонусов, так и радостных эмоций или радостных перемен. Вот здесь проясняются те или иные обстоятельства, ситуации. Может быть, получаете вы какой-то документ, у кого-то признание в любви, у кого-то, может быть, и предложение руки и сердца. Но добрые перемены от начала до конца, может быть, даже буквально с понедельника, с вторника. Высшие силы вам помогают. Ангел присматривает за вами. Неожиданности, любовь. И у кого-то личная жизнь, все то, что я сейчас сказала. И неожиданное признание в любви. Но все же двойка чаш – это карта взаимодействия. И поэтому вы люди лояльны к миру. Вы умеете правильно взаимодействовать с людьми и не относитесь к ним предвзято. В этом ваша сила. И это вам открывает возможности договориться даже или расположить, может быть, кстати, мои дорогие рыбы и рыбки, к себе тех людей, которые неизговорчивые, сложные. И помните, для вас через контакты или через вот эту дипломатию вы можете практически решить любой вопрос. Для вас нет ничего невозможного. Давайте посмотрим, что же как добрые события. Семерка пентаклей, правда, иногда это нам приходится ждать определенный регламент. К примеру, документ может быть изготовлен через 3-5 дней. И мы понимаем, мы это не ускорим. Для кого-то из вас это новое направление в обучении или новое направление вашей деятельности, ремесло. Кто-то может определяться либо по работе на сегодняшний день или искать работу, и я так вижу, у вас будет возможность ее найти, или вот дополнительные источники дохода в самом разном варианте, потому что семерка пентаклей, конкретно в этой колоде, мы как садим зернышко, чтобы в последующем получить денежное дерево. Поэтому на преувеличение на доходов здесь могут быть какие-то добрые события. По крайней мере, вы можете решить конкретный вопрос, и может быть само по себе решение или получение у кого-то документа для вас и означает вот эти новые перспективы по финансам. Или вы искали долгое время работу, и значит, рассмотрите все варианты и обязательно работу вы найдете. По крайней мере, добрые энергии. Само пространство вам помогает. И к чему же все это идет? Ну, что тут можно говорить? Даже не зная карт, две десятки, десятка чаш и десятка пентаклей. Тут и чувства вас могут наполнять, переполнять, именно чувства, радость, эмоции где-то приятные. Ну и материализм, будем говорить, тоже в хорошем формате идет. Десятка пентаклей по максимуму. Деньги есть, деньги будут, продолжение следует. Но, видимо, соединить возвышенное и земное, мои дорогие, это точно. В вашем знаке находится северный лунный узел. И здесь от того, что вы себе, ну, где-то поставите свою мечту, как маяк,
когда она вам будет указывать нужные направления. Поэтому не отказывайтесь от своих намерений и целей. Если вы на коротком этапе жизни не видите, ну как это мне реализовать в нашей реальной жизни, поверьте, если мы думаем об этом, обязательно найдете 1001 способ. Будьте внимательны, мои дорогие. Прекрасные карты, даже не зная карт Таро, уже видно, в каком направлении само пространство Вселенной пытается вам проложить фарватер. Дела, работа, бизнес, король чаш. Но это то, что вы задумали, безусловно. И часто король чаш – это наши близкие, это семья, может быть, буквально супруг, супруга. Мы не рассматриваем карту по полу, а именно энергии взаимодействия с нашей семьей. Может быть, это и родственники вашего партнера. Но король чаш – единственный персонаж в колоде Таро, который умеет правильно переключаться между эмоциями и материализмом. И на достижение для вас будут важны и эмоции добрые, и лояльность к миру, и ваша дипломатия, и, может быть, математический просчет в том числе. Давайте узнаем, что же финансовая энергия. Посмотрите, туз чаш. Это радость, это действительно все то, что я опять же уже сказала, и это возможности. Здесь и эмоции могут где-то переполнять, потому что денежный вопрос решается. Или, может быть, вы находите работу. Это может быть и как помощь вашего близкого человека, или кого-то из родных, или приятное событие, которое перед вами откроет, тем не менее, новые перспективы. Но что бы это ни было, мои дорогие рыбы и рыбки, обратите внимание, действительно, какая-то благополучная энергия недели для вас открывает совершенно разные возможности, как и по части личной жизни, взаимопонимания как и с близкими, так и буквально с чиновниками, или новые возможности заработка. Может быть, и договориться с руководителем, если вы имеете какой-то проект, и вам предстоит серьезный разговор, или вы ищете работу. По сути дела, вот добрая энергетика этой недели вам позволяет, как и важное согласование, провести, так и для себя уже наметить новые перспективы. Вот это денежное дерево, а внизу туз чаш говорит о том, что правда, возможности и по части финансов на этой неделе вы видите в несколько ином формате или ключе, который больше или с большей радостью, с большим оптимизмом. И личная жизнь, ну такой должен быть, наверное, у вас, мои дорогие, расклад, потому что еще и в завершение конкретно аркан влюбленный выпадает на личную жизнь. Я допускаю, конечно, мы все разные. У кого-то эта карта может проиграться просто как выбор. Или если вы один или одна, вы на этой неделе можете задумываться, готов ли я или готова ли я и дальше свой одиночный сольный вариант продолжать. Или все-таки мне хочется любви, мне хочется взаимоотношений, и здесь каждый будет решать сам для себя приоритеты. Может быть, этот выбор и касается по части работы, и вы можете в эти вопросы рабочие и денежные уйти с головой тоже, но в целом для большинства из вас аркан влюбленный в этой колоде и говорит именно о любви. И десятка, точнее чаш и десятка пентаклей говорят о том же самом. Полный баланс, может быть, как и во взаимоотношениях, так и при решении финансовых вопросов и одновременно нового качества жизни. Вот такая счастливая перезагрузка и добрые перемены. Буквально пространство помогает вам, а ангелы присматривают за вами. Перекладывайте на себя, мои дорогие рыбы и рыбки, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.